Появляется Халис Кархан. «Добро пожаловать», — говорят ему все. «Я не с добром сюда пожаловал», — сказал Халис. И спросил, кто посмел посадить моего внука за этот стол. Я ведь еще перед вами. Далее дед позвал Ферита и направился к выходу. Зия объявил всем, что собрание окончено. Халис велит Фериту сесть в машину. «Нет, не сяду», — отвечает тот. «Ты потерял надежду на своего внука и положил глаз на моего?» — говорит Халис Зие. Тот отвечает, что подумал о том, что Ферит на этот счет уже сам готов принимать решение. Халис говорит Зие не переходить границу. А Ферит заявляет деду, что не может на него положиться после того, что случилось с отцом, потому что он ничего не сделал. Ферит отправляет деда ехать своей дорогой. «Это твои последние слова?» – спросил Халис. «Да», – ответил Ферит, пустив слезу вслед уезжающему деду. Сейран ожидала Ферита у дверей в коридоре. Увидев Халиса, Сейран говорит ему, что не хочет, чтобы Ферит пошел по плохому пути. Халис попросил Сейран помочь ему, когда он попросит, а пока успокоится и лечь спать. Придя в комнату, Сейран открыла портрет Ферита прежнего и сделала надпись. «Немного осталось, больше не будем ждать, все катится в сторону. Пришла пора еще раз показать силу. Завтра все закончится», — сказал Халис. Ферит, вернувшись домой, взял подушку, чтобы спать на диване. Вдруг он увидел свой портрет с надписью «И я очень тебя люблю». Ферит подошел к Сейран и прошептал, что тоже ее очень любит и никому не позволит причинить ей вред. Ферит забирает с дивана подушку и обратно идет на кровать. Наступает утро. Латиф идет к Ифакат поговорить о важном. Сейран, проснувшись, увидела Ферита в беседке с Абедином. Ферит рассказывает, что все еще зол на нее, так как та его вчера опозорила. Аби говорит, что Сейран права и просит его быть благоразумным. Ифакат соглашается сделать то, что хочет Ага. Она звонит племяннице и просит связать ее с Шихмузом, если та хочет комнату в этом доме. Далее Латиф Каге зовет Сейран. Срочно, чтобы поговорить втайне от Ферита. Проснувшийся Казым с головной болью ищет по всему дому Эсму. Охранник Альптекин говорит ему, что госпожа еще вчера не вернулась. И Мазлун позвонил и сказал, что увольняется. Казым испугался, вспомнив свой вчерашний разговор с Суной. Ифакат разбудила Гюльгюн. Она просит собираться и ехать с ней. «Зачем?» – спросила Гюльгюн. «Хотя бы успокоить душу», – ответила Ифакат. А Казым звонит Хатидже и все рассказывает. «Ах, Казым, и я же тебе еще вчера звонила, спрашивала», – сказала Хатуч. Ферит направляется к графу Зие. Вдруг звонит Пелин, рассказывает, что пропала ее мама и просит помочь, так как он ей должен. Суна звонит Софету, говорит, что он был прав и назначает ему встречу. Она просит не рассказывать Тарыку, так как хочет, чтобы Сейран не знала. Сейран назначает встречу Тарыку, чтобы обсудить предстоящий полет. Халис тем временем читает молитвы. Таяр ездил за краской, чтобы доделать дочерям Эсмы комнаты в подвале.
Эсма просит не трогать ее дочерей и оставить ее в покое. Таяр отвечает, что ради нее он с женой вчера расстался и профессию бросил. Эсма стала сопротивляться, и нездоровый на голову мужчина выходит из себя. Вдруг в комнату вбегает Казым и защищает свою жену. Он стал просить у нее прощения. «Как ты нашел меня?» – спросила у него Эсма. «Спасибо тете, спасибо Халису, у него все машины под наблюдением», – сказал Казым. Эсма говорит Казыму, что совсем не испугалась Таяра. Исходя из этого, она просит Казыма подумать, какую он заставил прожить ее жизнь.